Если б исполнение желаний мне у неба даровала ты, я б весь мир избавил от страданий, весь народ от горькой нищеты. Пусть дождутся люди урожая, чтоб никто от века не косил. Но если б чудо продолжалось, я бы еще корову попросил. Так молился пахарь у дороги, что вела к деревне через лес. И однажды, вняв благие боги, не спаслали вестника с небес. Что ж, проси, ты этого достоин. Ныне день любезный чудесам. Но учти, соседу дастся вдвое от того, что вымолишь ты сам. И крестьянин, поглядев сурово, о заветном высказался вслух: пусть и сдохнет у меня корова, чтобы он не досчитался двух. Во-во-во, собственно, к чему я клоню? От тому, что в России у нас, к сожалению, не принято абсолютно радоваться чужим успехам. Да и вообще, чем лучше у тебя дела идут, тем ты больше враг становишься для народа. Даже если этот народ тебя не знает, не знал и никогда не будет знать. Если у тебя стоит хорошая машина под окном, то вечерами на кухне тебя будут обсуждать соседи, хуесосить, обсирать и все такое прочее. Выставлять тебя не в лучшем свете. Если у тебя красивый дом на берегу моря, то люди, естественно, не будут думать о том, как бы сделать так, чтобы у них тоже был такой же дом. Люди будут думать о том, что ты там наворовал, что таких надо сажать, казнить, выгонять из страны и так далее. Короче, если ты занимаешься бизнесом, предпринимательской какой-то деятельностью или вообще, на тебя будут всегда смотреть как на говно. Или еще один пример. Если девушка там ухаживает за собой, красиво выглядит, там с красивой подтянутой попкой и все такое, то соседки будут считать тебя какой-то там мымрой, девушкой легкого поведения, осуждать непонятно за что. Или если ты, например, там популярный блогер, певец, завоевал любовь в публике, то значит по-любому, что ты заднеприводный или чмо. Потому что у нас такой менталитет. Короче, к чему я клоню? Люди вообще не любят тех, кто чем-то лучше них, чем-то выделяется, имеет что-то больше и все такое прочее. Но зачастую именно эти люди куда более воспитанные, открытые, готовые помочь, нежели те, которые им завидуют. И лишь немногие вообще способны радоваться как-то чужим успехам. Но эти, короче, вот именно деструктивные эмоции больше наносит вреда носителю, нежели объекту зависти. Поэтому, если вы вдруг ловите на себе эти эмоции, то я рекомендую задуматься и принять меры по их пресечению, потому что больше вреда будет это наносить именно вам. Я вот человек, например, простой, в чужой огород не смотрю, чужого мне не надо, но и свое я тоже хер кому отдам. Короче, работаю над собой, над своими проектами, не наблюдая особо за другими, и меня всегда вдохновляли вот эти вот все истории, когда человек всего добился сам, не благодаря чему-то, а вопреки. То есть всегда эти эмоции побуждают меня, стимулируют, вдохновляют на то, чтобы добиваться чего-то нового. Надеюсь, также оно будет и у вас. Короче, блять, самое жуткое, с чем я сейчас сталкиваюсь, это то, что у людей радость, люди счастливы. Те, у кого нет накоплений, которые по уши в долгах, они злорадствуют над теми, кто сейчас пытается как-то выкрутиться, спасти свои накопления, свой бизнес и так далее. То есть люди, у которых ничего нет, ничего не было, ничего не будет, они радуются, что какой-то бизнесмен просрал свои деньги. Потому что у инвесторов проблемы, их ограничивают. Другие радуются каким-то блокировкам российских брокеров, другие радуются тому, что там у кого-то яхту отжали и все такое прочее. И можно услышать такие фразы: «А я же говорил, что инвестиции — это развод», или «Я же говорил, что лучше взять кредит и жить одним днем, а когда, например, на завод пойдешь, богато нежели нечего и начинать», или там «Мы не из того теста сделали». Короче, люди как будто бы ждали вот этого вот самого провала других людей, и теперь пришел вот их звездный час, вот этот вот роковой 2022 год, чтобы показать, что я был умный, я был прав, а ты вот дурак, копил, зарабатывал, что-то там инвестировал. И типа ты идиот, надо было жить одним днем, надо было все просирать, короче, и все такое прочее. И только вот они забывают про тот факт, что
инвестиции, вот эти накопления, они тут вообще ни при чем, они не виноваты. Это просто прилетел такой обычный черный лебедь, ну точнее не совсем обычный, а достаточно большой. И тем, у кого этих накоплений не было, придется еще гораздо более тяжело, чем тем, у кого они были. То есть, короче, кто-то даже в любой самой сложной, самой непонятной ситуации будет продолжать работать, будет продолжать ошибаться, стараться сделать что-то лучше, ну а кто-то так и будет класть хер, короче, на все это и ждать других ошибок других людей, чтобы просто этому порадоваться. Короче, есть два типа людей, либо ты относишься к одной категории, либо к другой. Я все-таки рекомендую быть тем, кто все-таки будет с этим всем бороться, со всей этой ситуацией, как-то что-то придумывать, какой-то выход искать. И я думаю, что все вот эти вот сложности, трудности, они в конечном итоге все-таки делают нас сильнее, делают накопление больше, круче и все такое прочее. А я пожелаю всем, короче, удачи в этих начинаниях, пожелаю много денег, много здоровья, чтобы заработать этих денег. И, конечно же, подписывайтесь на Ежа, ставьте лайки, и все будет у вас заебись.